Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем вот такой интересный плотный узор. Я бы даже назвала его, наверное, узор хамелеон. С разного ракурса этот узор смотрится по-разному. Вот так просто, если смотреть на него, и вот так с боков. Очень такой неоднозначный узор, красивый, плотный. Он не слишком хорошо тянется. Идеальный узор для вязания каких-то базовых джемперов, свитеров. Я бы таким узором даже связала какую-то демисезонную шапочку. Этот узор образуется на изнаночной стороне. Сейчас вам все покажу. Раппорт узора составляет 2 петли в ширину и 4 ряда в высоту. Так, элементы выглядят поближе. Для вязания наберем четное количество петель. Я наберу 10 петель на основной узор и плюс 2 кромочные петли. Обычным способом наберу, можете набирать вашим любимым способом петли 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и плюс 2 кромочные. Итого 12. 11 и 12 петля. Достаю одну спицу и с самого первого ряда мы начинаем вывязывать наш узор. Кромочную петлю я всегда провязываю, я об этом говорю в каждом своем видео. Затягиваем край, и он уже у нас хорошо зафиксирован. Итак, начинаем вязать первый ряд. Кромочную петлю мы снимаем. Сейчас рабочую нить переводим перед работой. Вставляем правую спицу вот таким образом. Обратите внимание, между первой и второй петлей, то есть мы ее как бы вставляем сзади наперед, захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю. Вот эту петлю, которую мы сейчас оплетали, вот она, мы ее переснимаем вот таким образом. Правую спицу вставляем в центр самой петли, вот она. Вставили и пересняли, нить переводим за работу. Следующая петля, за заднюю стенку мы провязываем лицевой. Готово. Снова переводим рабочую нить вперед, то есть перед работой. Спицей вставляем, правой спицу вставляем между первой и второй петлей. Захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю, переснимаем нашу окутанную переплетенную петлю таким образом на правую спицу. И все скинули. Нить у нас переводится назад за работой и вяжем следующую петлю лицевой. И так до конца ряда. Поближе покажу. Итак, рабочая нить перед работой. Вставляем правую спицу между первой и второй петлей. Делается это очень быстро и очень легко. Захватываем рабочую нить. Снимаем окутанную петлю на правую спицу. Так вот у нас получается. Следующая петля за заднюю стенку, за правую стенку мы провязываем лицевой. Нить перед работой, спица сзади наперед вводится, выводим петлю, скидываем петлю и вяжем лицевую. И снова переснимаем, и последняя у нас петля вяжется лицевой, кромочная, изнаночная, либо лицевая. Все, первый ряд готов. Второй ряд кромочную переснимаем, изнаночную мы вяжем просто изнаночной, а вот эту сдвоенную петлю мы вяжем лицевой петлей за задние стенки, так вот, одной лицевой, то есть как бы лицевая, изнаночная, лицевая, снова изнаночная, из двух петель мы вяжем за задние стенки лицевую, снова изнаночная, из двух вот эта вот петля, которая у нас идет переснятая, и такой как бы накид скрещенный за задние стенки лицевой. То есть она у нас получается лицевая как бы скрещенная. Вот так вот. Снова изнаночная, лицевая из двух, изнаночная
и лицевая с двух за задние стенки. За задние стенки это принципиально, иначе узор не получится. И кромочная, изнаночная. Готово. Третий ряд, кромочную снимаем. И сейчас мы будем смещать наш узор в шахматном порядке. Там, где у нас идет изнаночная петля, мы вяжем лицевую за заднюю стенку. Следующую вот эту лицевую петлю мы опять вывязываем таким необычным способом. Заводим спицу сзади наперед, захватываем рабочую нить, вытягиваем и переснимаем лицевую на правую спицу. Далее изнаночная вяжем лицевой за заднюю стенку, из изнаночной вывязываем лицевую за заднюю стенку. Следующую петлю мы оплетаем нашей нитью, вытягиваем петлю и переснимаем эту лицевую на правую стенку. Лицевая за заднюю стенку. Снова переносим рабочую нить вперед, лицевая, пересняли, лицевая за заднюю стенку. Узор на самом деле очень простой. И лицевая за заднюю стенку. То есть изнаночную петлю мы вяжем за заднюю стенку. И последнюю петлю мы оплетаем, переснимаем. И кромочная, изнаночной. Третий ряд готов. То есть вот у нас узор вывязывается на изнаночной стороне. И четвертый ряд. Из сдвоенной петли мы вяжем одну лицевую за задние стенки, обязательно за задние стенки, иначе узор не получится. Изнаночную вяжем изнаночной. Из двух одна лицевая за задние стенки, изнаночная, изнаночной и до конца ряда. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, лицевая и изнаночная. И кромочная тоже изнаночная. Вот такой малюсенький образец получился. То есть вот из более тоненьких нитей узор выглядит тоже очень интересно. Видите, под разным углом узор выглядит по-своему интересный и достаточно плотный. Не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и до встречи в новых роликах. Пока!